Почему мы говорим о том, что права человека имеют вертикальный характер? В человеческом обществе мы можем условно выделить два типа взаимоотношений между людьми. Первый тип — это отношения между равными сторонами, которые можно назвать условно горизонтальными. Во втором случае это отношения между сторонами неравными, где одна из них имеет явное преимущество или власть по отношению к другой стороне. В первом случае примерами могут быть любые отношения между людьми одного социального статуса. Например, коллегами по работе, одноклассниками, однокурсниками, соседями. Во втором случае примерами будут являться отношения между родителем и ребенком, начальником и наемным работником, или, например, директором школы и учеником. Потому что во всех в них у одной из сторон мы можем увидеть это самое преимущество или власть по отношению ко второй. Частным случаем вертикальных отношений будут отношения отдельного человека с государством или его представителями, чиновниками, судьями и так далее. Именно в этой ситуации, это такой крайний случай вертикальных отношений, когда у стороны государства есть очень значимый, очень заметный перевес по сравнению со второй стороной. Почему? Потому что государство может устанавливать и, в принципе, в любой момент менять правила игры, законы. У него есть отдельный силовой аппарат, это правоохранительные органы, армия, спецслужбы. И все это дает ему возможность практически с любым человеком сделать что угодно. А у человека будет минимальная возможность защитить себя от произвола власти, от произвола государства. Когда какой-то конфликт или спор возникает в горизонтальных отношениях, как правило, стороны будут обращаться к какому-то внешнему арбитру. И таким арбитром в современных обществах очень часто будут являться государство или его отдельные представители, например, суд или правоохранительные органы. Если, например, мы столкнулись с тем, что сосед доставляет нам какие-то неудобства, или хулиган попытался избить нас в подворотне, мы можем обратиться к государству за защитой и наказанием обидчика. Но если аналогичный конфликт или спор у нас произойдет с представителем государства, то другие представители государства уже не всегда смогут выполнить эту функцию, эту роль независимого арбитра, потому что у них может быть заинтересованность и причины злоупотреблять своим положением для того, чтобы защитить не слабую сторону, а обидчика. И именно поэтому в этих конфликтах появляется необходимость в каких-то дополнительных механизмах защиты для отдельного человека, которые не могут лежать в рамках самого государства. Они должны быть внешними по отношению к нему, для того, чтобы быть независимыми. А роль этого механизма дополнительного как раз и играют права человека, которые имеют международный характер, не зависят от воли конкретного государства и, по сути, выполняют функцию такого своеобразного щита, который защищает отдельную личность от произвола власти, от произвола государства. Права человека очерчивают ту сферу человеческой жизни, куда государство не может по своему желанию вмешиваться и устанавливает на это определенные запреты и ограничения, на это вмешательство. Таким образом, права человека применимы, они работают в вот этих вертикальных отношениях между человеком и государством, и государственной властью. В горизонтальных отношениях будут работать другие правовые нормы. Это будут нормы национального права, уголовного, гражданского, семейного и так далее. Здесь важно понимать, что даже одно и то же действие, один и тот же, казалось бы, конфликт, в котором мы вступаем с
другим таким же человеком или с представителем государства будет с точки зрения права оцениваться и трактоваться по-разному. Если вас попытался избить хулиган в подворотне, то вас должно в этом случае будет защищать уголовное право и национальные правоохранительные органы. Но если вас попытается избить полицейский при выполнении служебных обязанностей, то это, скорее всего, будет признано нарушением прав человека, и за защитой вы сможете обратиться к международным органам.